Диктатуре справедливости. Да, да. Здорово! Я сейчас тебе такое расскажу, после чего весь твой день наполнится новыми красками. Знаешь сколько? 1500, представляешь? 1500 за день! Если бы мне еще полгода назад сказали это... Мой тебе совет, ублюдок. Сделай так, чтобы наши жизненные пути больше не пересекались. Каждый пустяк тайну хранит, манит к себе, как волшебный магнит. Разве не правда, что здесь скрывается целый мир? Вот он мой клад, вот мой секрет. Ты посмотри, здесь чего только нет. Кажется, принадлежит, ну да, только мне весь мир. Сколько есть безделушек на свете, все они во владении моем. Хочешь, те забирай, хочешь эти, только я. Простите. Вся в мечтах о другом. Привет. Я так хочу убежать туда, где солнце свет, где танцует Ух ты. лед. Прости, все в порядке? Если я сделал что-то не так, то прости. Мне кажется, сейчас не самое удачное время поменять статус. Нет, конечно, наоборот, я тебе очень признателен. Ну, если ты Ариэль, то называй меня Эрик. Прости, а как ты понимаешь, что я говорю? То есть, если я скажу что-нибудь вот так, то ты не поймешь? Прости, я понял, прости. Эта система, ты ее специально придумала, да? Ну, чтобы общаться. Значит, я не первый гость в твоем подводном королевстве. Скажи, а как ты вообще смогла меня сюда притащить?
Ты богат, я очень беден. Ты прозаик, я поэт. Ты румян, как маков цвет, я как смерть и тощ, и бледен. Это Пушкин, я... Знаешь, я сам пишу стихи, ну, музыку пишу, немного рисую. Ну, а так подрабатываю в библиотеке и занимаюсь еще кое-какими делами. Но мое сердце определенно принадлежит поэзии. Да нет, ну неудобно как-то, да и вот видишь, голова немного побаливает. Хорошо. В общем, это из последнего. Строго прошу не судить. В моих руках ключи восхода, и от забвения дверь храню. В руках тех самых, где свобода, я всему миру жизнь дарю. Там водопады, звери, птицы, все это есть, все у меня. И я стою на колеснице, парит от тьмы она звеня. Но в этом роке вековом есть для меня одно спасенье. Я в каждом счастье, пусть далеком, черпаю горстку вдохновенья. Ух, ну, это как бы, не закончено все. Там еще будет кусок про эти невзгоды, про ненастья, вот. Ну, раз ты так считаешь, то останется только радость. Ну, знаешь, поэтому тоже нужно есть. Рифма, конечно, хорошо, но теплую куртку и кусок мяса она не заменит. И поэтому мне пришлось придумать маленькую хитрость. Рад, что ты спросила. У тебя, как у любого продвинутого человека, есть сотовый телефон? Напиши мне номер. Отлично. Сейчас я тебе отправлю маленькое СМС. Видишь, тебе пришло сообщение о том, что якобы на твой номер поступили деньги. Сейчас я жду буквально пару минут и следом высылаю тебе другой СМС со слезливой просьбой вернуть мне их, ибо, ой, я такой неловкий, перепутал номер. Ну, в принципе, главное не жадничать в этом деле, просить 100, ну, максимум 200 рублей. Высылает каждый третий. Сумма, в принципе, не очень большая, но на жизнь хватает. Конечно, потом они проверяют свой телефон и понимают, что никаких денег там нет. В связи с этим мне приходится часто менять свой номер телефона, ввиду безопасности. В последнее время я вот что-то заигрался, и я вынужден был прокатиться с этими уродами. Но ничего, я так больше не просчитаюсь. Ну, я бы не назвал это обманом, скорее так. Проверка на бдительность. Тем более я прошу там маленькие незначительные суммы. С миру по нитке. Скажи, а зачем тебе так много разных фотоаппаратов? И давно ты этим занимаешься? Это как-то связано с тем, что ты не можешь слышать и говорить? Но ведь ты когда-то могла, верно? Что-то случилось. А можешь рассказать? Окей, понял. Не буду лезть в душу. Давай сменим тему.
поговорим о чем-нибудь. Ну, например, о музыке, а? Ох, да, прости. Погоди. Ты что, ты никогда не слышала Чайковского, Баха? Ну или, например, Гершвина, а? Погоди, и что, даже Моцарта? Ну, волшебную флейту, ты должна была ее слышать. Ну, хотя бы увертюру. Скажи, что ты ее слышала, я прошу тебя. В чем дело? Да, нет, это ужасно, это просто ужасно. У меня просто в голове не укладывается. Но это самая прекрасная, самая чуткая музыка в мире. Она была со мной всегда. С самого детства и даже когда никого не осталось, она все равно была. И ты ее никогда не слышала. А может быть, даже никогда и не услышишь. Просто звонок и больше ничего. Я могу тебе как-то помочь? Мир людей – это сумасшедший дом. Здесь, на морском дне, все гораздо лучше. Я очень хорошо помню тот день. Было жарко и душно, но это совсем не имело значения, потому что этот день был особенный. День рождения. Тогда мне подарили мой первый фотоаппарат, и я сразу же решила его испробовать. Так получилось, что первое, что я увидела, была смерть. А еще там был велосипедист. Видимо, он тоже засмотрелся на смерть, потому что меня он заметил слишком поздно. В тот момент я думала только о том, что нужно сделать эту фотографию. И я ее сделала. Как потом, сделаю еще много.
Что это? Что это такое, я тебя спрашиваю? Это твое хобби, да? Твоя жизнь, да, вот это вот? Ты что, хотела сделать меня частью своей коллекции? Отравить меня хотела? И к остальным добавить? Не-не-не-не, вот только писанина мне твоя не нужно, все, хватит! Чертова извращенка! Привет. Подожди, я... В общем, я хочу попросить у тебя прощения. Я вспомнил, каково это быть одному, когда никто не может помочь, ну или хотя бы поддержать. Ну это все слова. Я сделал это потому, что почувствовал, что должен был это сделать. Надеюсь, что это что-то изменит. Ну ладно, я пошел. Но если что, я знаю, где ты живешь. Я был неправ, когда, объятый гневом, посмел обидеть девушку одну. Поддался я сомнениям лживым и лишь сильней толкнул ее ко дну.
Но понял вдруг, как пал я низко, и вспомнил рельсы те, как ты смогла понять, как ты была когда-то близко, спасти сумела. Вот мой черед тебя спасать.